Важный разговор, к которому стоит вернуться, а какой глобальной цели пытается достичь Путин. В контексте перспективы перемирия это важно. По этому поводу есть две противоположные концепции. В первой, Путин мнит себя императором и собирателем земель русских. Он целится и, в порабощение всех территорий, входивших в Российскую империю, и соцблока. Мечтает разделить с Америкой и Китаем сферы влияния, стать одним из 3 полюсов нового многополярного мира. Во второй концепции единственная цель Путина – сохранить власть, а остальное лишь средство достижения этой цели. Согласно этой концепции, он никогда и ни во что не верил и не верит, кроме того, что с трона нужно съезжать только вперед ногами. Первая гипотеза дает представление, будто существует нечто, что Путин хочет получить от войны, и на этом остановится. Будто у переговоров есть смысл, потому что Путину можно что-то такое дать, чтобы удовлетворить его гордыню, на чем настанет, если не мир, то хотя бы передышка. Из второй же гипотезы следует, что война – это инструмент удержания власти, а значит, война ценна сама по себе, ее нельзя заменить никакой победой. Мы придерживаемся второго варианта. И чтобы объяснить почему, давайте сначала посмотрим, кто такой Путин, откуда он происходит, а потом поговорим о его действиях. Главное, что нужно тут знать, Путин – советский бюрократ. Бюрократ с убеждениями – это плохой бюрократ. Причем в любой системе. Никакая система, никакая иерархическая структура не ждет от него инициативы, собственного мнения или активности за пределами служебных обязанностей. Работа бюрократа, в погонах или без, не особо важно, это дисциплинированное и системное исполнение приказов. Чиновник в городской администрации, который скажет: «Нет, я против строительства огромной автострады, давайте лучше обновим трамвай», очень быстро перестанет быть чиновником и уж точно не сделает никакой карьеры. Потому что его работа – подготовить конкурсное задание, отписать бумажки. Не его дело иметь по этому поводу какое-то мнение. Его дело – принятое решение привести в исполнение, в жизнь. Некрасиво людей называть винтиками, но правда в том, что никакая структура не может работать без винтиков. Армия, полиция, спецслужбы, корпорации, правительство. Если в них начнется активная рефлексия на каждом этапе, если каждый бюрократ станет действовать в соответствии со своими убеждениями, вместо того, чтобы механически исполнять распоряжения, то любая организация станет неуправляемой. Вы даже лавочку покрасить не сможете, ведь на каком-то этаже найдется чиновник, который не подпишет подряд на покраску в черный цвет, решит, что черный – это слишком мрачно, нужно было зеленый заказывать. Бюрократия работает как безупречная система естественного отбора. Даже если туда случайно попадет залетный гражданин с творческим взглядом на окружающую действительность, с амбицией реализовывать собственные идеи, а не подчиняться начальству и на начальство ориентироваться, то система его либо сломает под себя, либо выбросит. Никакому начальнику не нужен подчиненный, который любое задание превратит в дебаты, сорвет сроки, сделает по-своему и в конечном итоге подставит своего же босса перед начальником повыше. В любой системе управления ценится лояльность и исполнительность. Чем более в нем выражены эти качества, тем выше человек в системе поднимается. Владимир Путин сделал умеренно успешную карьеру в Комитете государственной безопасности. Не особо выдающуюся, но довольно гладкую и стабильную. Если уж в гражданских структурах самых либеральных на свете стран не ценятся идеологизированные сотрудники, то уж в советской системе госбезопасности им было совершенно не место. Советская действительность в принципе не предполагала формирование у граждан устойчивых убеждений и последовательной картины мира. Советская действительность даже фрезеровщика учила многомерному мышлению. На работе говорить одно, на партсобрании другое, на кухне третье, думать четвертое, действовать пятым образом по 6 причинам. А Путин был не фрезеровщиком. Он служил в структуре, где приглядывали за каждым, где абсолютно дисквалифицирующее качество – это убеждение, отличное от текущей воли старшего начальника, которое колеблется вместе с линией партии. Как только времена изменились, Владимир Путин прекрасно себе пошел работать советником к Анатолию Собчаку. Сложно представить себе более идеологически несовместимых людей, чем либеральный вузовский профессор и отставной чекист. За пару лет до того, как Путин занял должность при Собчаке, эти два человека могли встретиться только в одном месте – в допросной комнате. Настолько эти миры не пересекаются. А поди ж ты, пошел работать как миленький. Потому что Собчак в тот момент был не вузовским профессором, без 5 минут диссидентом, а главой Петербурга. У Питера появился новый начальник, и Путин пошел к нему бюрократом. Пошел, не испытывая по этому поводу никаких душевных страданий.
А потом развернется то, что Путин спустя много лет назовет величайшей геополитической катастрофой – развал Союза и гибель советской власти. И Путин оказался не на стороне ГКЧП, который изо всех сил пытался эту катастрофу остановить, а на стороне тех, кто, согласно современной мифологии, Союз развалил. Можно, конечно, фантазировать о наличии у Владимира Путина взглядов, ценностей и убеждений, но ничего из его предыдущей биографии на это не намекает. Путин сформировался в среде, где не место человеку с убеждениями. Ему было одинаково безразлично, кто его начальник, пока он начальник. Путин – классический аппаратчик. Единственное убеждение у аппаратчика – это убежденность в том, что нужно решить задачу. Любой ценой, в любых условиях, любую задачу. Даже если решение сегодняшней задачи полностью противоречит тому, что говорилось и решалось вчера. Мы видели Путина в его первой избирательной кампании и на первом сроке. Если мы посмотрим любую его прямую линию, любое интервью до середины нулевых, до того, как кресло стало к нему прирастать, то увидим политика, который по сегодняшним меркам должен пребывать либо в эмиграции, либо в тюрьме, либо в могиле. Никаких идей имперского строительства и собирания земель этот гнилой либерал не высказывал даже рядом. Совсем наоборот, топил за права и свободы человека, интеграцию в мировое сообщество, уважение к суверенитету соседей. Все люди с хорошей памятью прекрасно знают, что захват Крыма бросились оправдывать уже задним числом. Идея русского Крыма до этого вращалась в тех же кругах, где сегодня обсуждают возврат Аляски. Даже по меркам русских националистов это была ультрамаргинальная идея. Пропаганда в эту сторону не работала вовсе. Мы можем найти несколько моментов, когда Путину до 2014 года задают вопрос про Крым на всяких прямых линиях. И он никогда не отвечал двусмысленно. Он говорил «нет, никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах». Перед нами не политик-революционер по типу Трампа. Он не пришел под лозунгами «вернуть России былое величие», сломать всю логику развития ельцинской эпохи и пойти за утраченными территориями. Путин пришел как бюрократ, которого назначили быть президентом. И он работал президентом, продолжая курс тех, кто его назначил. Как до этого в КГБ, как у Собчака, взял инструкцию и пошел ее исполнять. Мы хорошо помним, с какого момента Владимир Путин начал говорить о духовных скрепах. С какого момента государственная машина начала искать хоть какую-то идею, которую можно выдать за идеологию. Сначала взялись за православие с традиционными ценностями, потом за преследование геев. Потом начались привычные ныне тягучие лекции по истории, бесконечная государственная конспирология, поиск иностранного вмешательства и печенек Госдепа везде и всюду. И иностранных агентов, которые печеньками этими, дескать, питаются. До этого были разговоры об открытости, о привлечении инвестиций, о совместных проектах с Европой и США, о базе НАТО в Ульяновске, о финансировании учебы российских студентов за рубежом. Все это сейчас выглядит как одно большое уголовное преступление. На смену таким идеям пришел воинственный изоляционизм. Кто-то может вспомнить мюнхенскую речь Путина в 2007 году, когда он впервые заговорил о том, как Россию несправедливо обижают, а она справедливо обижается. Но речь эту помнят только задним числом. Она стала важна в свете событий, случившихся через годы. В то время эта речь совершенно изолированная сущность, на которую, если и обратили внимание, то не на какое-то очень важное событие. Потому что на реальную политику интеграции в западный мир она не влияла никак. Реальный разворот случился сильно позже и по другим причинам. Началось это аккурат с момента марта 2012 года. С того момента, когда Владимир Путин вновь избрался на фоне масштабных протестов. В тот момент стало понятно, старая модель легитимности, прежняя опора удержания власти не работает. В предыдущие десятилетия граждане были заняты обогащением и доведением своего быта до лучших мировых стандартов. Обрастая кондиционерами, стеклопакетами, кредитными иномарками, зарубежными поездками, они не вспоминали, что в стране есть вообще какое-то правительство и государство. А если и вспоминали, то были этому государству благодарны, что дает зарабатывать, а в душу и кошелек не лезет. Но затем граждане внезапно почуяли, а политические права-то это важно. Строительство комфорта в рамках своей жилплощади хорошо и правильно. Но хорошо бы комфорт и безопасность распространить за пределы жилплощади. Чтобы менты не беспределили, чтобы чиновники не воровали, чтобы наглые рожи с мигалками не убивали людей на встречке, чтобы товарищ полковник на пару с судьей не могли забрать твой бизнес. И вот на этом моменте ты хочешь не хочешь, а начинаешь замечать государство. Так выборы, до которых 10 лет никому не было никакого дела, и избирательные участки, которые считались пристанищем пенсионеров, пришедших за дешевой выпечкой, стали важными. Интерес к политике перестал быть делом маргиналов.
Ведь недостаточно просто проголосовать, надо еще и защитить свой голос. Ты теперь несешь ответственность не только за свою Камри, но и за страну, по дорогам которой эта Камри катается. Тебе не безразлично, что за люди страной управляют. И граждане тогда накидали в урны совсем не тех бюллетеней, которые ожидалось. Да еще и фальсификации все, во-первых, зафиксировали, а во-вторых, стали насчет них возмущаться. Это было в 2011. В 2012 году Путин оказался на той развилке, где оказывается каждая развивающаяся страна. Либо ты продолжаешь развитие, а значит, развиваешь политические институты, конкурентные выборы, независимые суды, свободные СМИ, не препятствуешь развитию гражданского общества, которое уже созрело для формирования власти и контроля над ней, и неизбежно власть теряешь. Либо ты откатываешь либеральные перемены вспять, отказываешься от развития, проходишь по гражданскому обществу катком и любой ценой стараешься заморозить страну в том состоянии, которое есть, и власть сохраняешь. Крым стал тем катком, который проехался по гражданскому обществу. Выдумать идеологию и объяснить свою власть традиционными ценностями, соблазнить кого-то ненавистью к ЛГБТ не удалось. Зато очень удачно подвернулся кусок чужой территории, который в тот момент никто не сторожил и не был готов отбивать. Сегодня от разных источников мы знаем, решение вторгнуться в Крым было спонтанным. Но и тогда было абсолютно ясно, это был джекпот, который никто не планировал. Тем временем аннексия Крыма решила сразу две задачи. Во-первых, это была безусловная, яркая и практически бескровная победа. День победы без войны, как в кино. Для любой власти явный внешнеполитический успех – источник легитимности, источник поддержки. На какое-то время все остальное перестает иметь значение. Ведь кого волнуют украденные голоса, когда Крым наш? Во-вторых, на судьбах Крыма и Донбасса Путин показал собственным гражданам, что протест не может быть успешным. Что идея свалить действующее начальство через массовые акции может привести только к нестабильности, войне и внешнему вторжению. Майдан как история успеха, как история о том, что граждане свалили коррумпированную власть мирным протестом в столь близкой к нам стране, в условиях тлеющего протеста в России, это стало катастрофой для Путина. Если бы не Крым и Донбасс, если бы Путин не заслонил украинскую победу катастрофой для украинского государства, мы бы жили в совершенно другом мире. И почти наверняка никакого Путина в этом мире не было бы и в помине. Это, конечно, было совершенно неверно. Но внутри России оппозиционно настроенные граждане тогда воспринимали Майдан как спин-офф наших протестов. Как логичное продолжение, цепную реакцию того, что началось в декабре 2011 года. Если бы победу Майдана не перекрыл Крым и Донбасс, она стала бы невероятным толчком для протестного движения в России. Собственно, только этим и объясняется всемирная поддержка Лукашенко в 2020 году, без которой тот бы свалился. Никаким влиянием на Беларусь это объяснить нельзя. Беларусь и так до крайней степени зависит от России, и любое правительство там было бы России дружественно. И более дружественно Путину, чем этот самый Лукашенко, который 20 лет цинично на нем паразитирует, всякий раз выставляя идиотом. Но прецедент, в котором многолетнего диктатора сносят мирные протесты, это для Путина пугающий дух будущего Рождества. Всякое действие Путина объяснимо, если мы просто подставим в уравнение, что нет никаких идей или идеологии, а есть задача удерживать власть. Даже абсолютный хаос, с которым ведется эта война, вдруг становится понятным, если предположить, что начиналась она и впрямь как специальная военная операция, которая повторит крымский эффект. С чем не вышло, и война перешла в режим захвата хоть чего-нибудь, что можно выдать за победу, что было разрушено осенним контрнаступлением и освобождением Харьковской области, когда вынужденная мобилизация и явный провал стали самой большой угрозой стабильности путинского режима со времен тех самых зимних протестов 11-12 годов. С тех пор война идет просто потому, что стала самоценным занятием. Цель войны – война, ведь в ее рамках власть стабильна. Если мы считаем, что Путин воюет, чтобы сохранить власть, это все объясняет. Объясняет и то, почему Путин при первой же возможности не идет на перемирие, которое кажется логичным. Ведь сильно больше в обозримой перспективе он не захватит. Захват Харькова, Одессы, Днепропетровска, Николаева, тем более Киева – это просто невозможно. В ближайшие месяцы, в ближайшие годы не появится в списке захваченного еще один яркий топоним. Нет такого, что вот еще немного, еще чуть-чуть затянуть переговоры, и Путин заморозит войну на сильно лучших условиях. Очень мало кого волнует, остановится линия фронта 50 метрами восточнее или западнее. Вот сколько исконно русских земель
Путин мог получить, столько и получил. Никакого идеологического смысла затягивать смертоубийство хотя бы на день нет. Если считать, что это война за территорию, за идею реставрации империи, то прекратить ее Путин должен был еще 2 года назад. Не изменилась с тех пор линия фронта до такой степени, чтобы это хоть кого-то могло вдохновить. И уж точно сразу, как только Трамп согласие Зеленского принес. С точки зрения территориальных побед время Путину не нужно. Идея, что у Путина нет других задач, кроме сохранения власти любой ценой, кажется слишком простой и примитивной. Но любая другая об имперских амбициях, о месте в истории, о строительстве русского мира будет противоречить всему, что мы о Путине знаем. Но главное – его действиям. Вождь, стремящийся к расширению жизненного пространства, к разделу мира с великими державами, это звучит красиво. Сложно. Есть в этом драматургия. Но нет оснований. Бюрократ-начальник, который скажет что угодно, сожжет что угодно, убьет кого угодно, лишь бы оставаться начальником, это звучит примитивно, но объясняет все. Делает ли это Путина жалким и никчемным? Нет. Любая власть стремится остаться властью любой ценой. Желанием остаться властью объясняется большинство поступков политиков. И только сильные институты, способные вытащить тебя из кресла, как бы ты ни упирался, могут этому помешать. До завтра.